В сегодняшнее время очень большой выбор всяких сладостей, конфет, десертов, тортов, практически на любой вкус. Сколько бы времени ни прошло, а торт Наполеон все равно остается самым любимым и самым вкусным тортом из домашней выпечки. Ну как можно не любить такое прекрасное сочетание хрустящих коржей и ароматного нежного крема? Сегодня я поделюсь своим любимым рецептом торта Наполеон. Торт готовится из обычных продуктов. Время на приготовление всего 2 часа и 30 минут. Сначала приготовим слоеное тесто. Для этого нам нужны вот такие ингредиенты. Все ингредиенты должны быть холодными, а вода ближе к ледяной. Сначала приготовим жидкость для слоеного теста. Соединяем чаши: воду, яйцо, соль, уксус и майонез. Смешаем все ингредиенты до полного соединения, так чтобы соль растворилась и майонез более-менее разошелся в воде. Теперь обязательно второй важный момент: убираем приготовленную жидкость в холодильник. Теперь возьмем муку и очень холодный маргарин. Маргарин должен быть жирностью не менее 72%. Кто не пользуется маргарином, можно заменить маслом. Высыпаем муку прямо на чистый стол. Вот так горкой высыпаем. И теперь сюда нам нужно натереть холодный маргарин. Натираем на крупной терке и время от времени макаем маргарин в муку, чтобы он не прилипал к терке. Натирать нужно как можно быстрее, чтобы маргарин оставался очень холодным. Сразу после этого смешиваем хорошенько маргарин с мукой и собираем его в такую маленькую горку и делаем такое как бы углубление для жидкости. Теперь берем из холодильника нашу холодную жидкость, частями выливаем к сухим ингредиентам и начинаем замешивать тесто. Только в данном случае мы не замешиваем, а мы как бы его собираем в кучу. Вот следите за моими движениями, и вы поймете, как это все просто делается. Наша задача состоит в том, чтобы все сухие ингредиенты были равномерно увлажнены вот этой жидкостью. Вот так мы его собираем в кучу. Оно ни в коем случае не должно быть гладким. Тесто выглядит таким пористым. Вот это тесто нужно спрессовать все вместе, чтобы оно хорошо держалось, и сформировать кирпич. Если тесто сильно прилипает к рукам, используйте для подсыпки муку. Слоеное тесто желательно готовить в прохладном помещении, ни в коем случае не в жарком, так как это тоже напрямую влияет на качество слоеного теста. Ни в коем случае нельзя, чтобы маргарин растаял, он должен оставаться вот такими мелкими кусочками. Вот так приблизительно оно выглядит. Я его собрала в кирпич. И теперь тесто обязательно нужно положить в целлофан, либо завернуть в пищевую пленку и отправляем его созревать в холодильник минимум на 2 часа. Пока тесто будет отдыхать в холодильнике, мы приготовим крем. Эти ингредиенты должны быть комнатной температуры. Соединим в сотейнике с толстым дном яйцо, желтки и сахар. Смешаем ингредиенты до однородности. После этого добавляем муку и также хорошенько смешиваем, чтобы мука у нас полностью растворилась, и желательно, чтобы не было комков. Теперь сюда же добавляем молоко. Молоко должно быть очень свежим, либо кипяченым, чтобы оно не свернулось в креме. И также хорошо перемешиваем. Ставим эту массу на умеренный огонь. Нам нужно заварить плотную массу для крема, поэтому время от времени помешиваем. Пока масса нагревается, ничего не происходит. Сначала появятся вот такие комочки. Теперь уже начинаем помешивать интенсивнее, соскребаем все со стенок, со дна, чтобы ничего не пристало. И когда мы уже увидим, что масса начинает хорошо густеть, мешать нужно интенсивнее. Вот у нас должна увариться вот такая плотная заварная масса. Она похожа на густую сметану. После этого снимаем с огня и оставляем в помещении, чтобы масса остудилась до комнатной температуры. Вытаскиваем тесто из холодильника и делим на 4 ровные части.
Пока мы раскатываем один корж, остальное тесто должно лежать в холодильнике. Раскатываем тесто, присыпаем мукой. Стараемся так, чтобы тесто у нас держало форму квадрата либо прямоугольника. Поэтому время от времени при раскатывании нужно его слегка поправлять руками. Тесто достаточно эластичное и податливое, не должно липнуть к рукам и к столу. Мой Наполеон будет в форме прямоугольника, но вы можете делать квадрат, либо, если больше кому-то нравится, то можно круг. Тесто раскатываем толщиной 2-3 мм. Стараемся, чтобы края были более-менее ровными. Перекладываем тесто на пергаментную бумагу. И обязательно нужно сделать вилкой дырочки. Это для того, чтобы тесто не вздувалось. Выравниваем корж, обрезаем, вот так делаем ровные стороны, но обрезки не убираем, пускай они пекутся вместе с коржом. И эти обрезки мы будем использовать для обсыпки. Выпекаем корж 25 минут 180-190 градусов. Готовые слоеные коржи легко снимаются с пергамента. Оставляем их в помещении, чтобы они остудились. А обрезки складываем в посуду, сделаем из них крошку для обсыпки. Таким образом раскатываем и выпекаем 4 коржа. После того, как заварная основа остынет, добавляем сюда щепотку ванилина и масло. Масло должно быть комнатной температуры, мягкое. С помощью миксера смешиваем масло и заварную основу. Взбивать не нужно, просто смешаем. Так, заварной крем у нас готов, коржи уже остыли. Теперь собираем торт. Торт собирается элементарно. Нам нужно просто кремом перемазать все коржи, верх и бока, а потом обсыпать крошкой, которую нужно сделать из обрезков. При сборке торта учитывайте количество крема. Нам нужно, чтобы его хватило на 4 коржа, на верх торта и на бока. Верх торта также смазываем кремом и посыпаем крошкой. То же самое делаем с боками торта. Ну, в принципе, и все. Тортик готов, только его нужно оставить на несколько часов, чтобы он немного пропитался. Не обязательно убирать в холодильник, можно оставить в помещении. Этот Наполеон даже после пропитки остается хрустящим, с выраженным количеством нежного крема. Вес торта получается 2 килограмма. Вполне хватит на большую семью. Торт в меру сладкий. В нем преобладают нотки ванильного, молочного и карамельного вкуса. Надеюсь, что вы оцените этот рецепт и это видео будет для вас полезным. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. А я на этом прощаюсь. До следующего выпуска.